Привет, YouTube! Давненько не виделись, а это значит, что пришло время очередного урока по тестированию веб-ориентированных приложений. Очень много было запросов, связанных с тем, расскажи-ка, Артем, пожалуйста, о том, как тестировать API, как тестировать веб-сервисы, о REST, о SOAP. Поэтому сегодня мы начинаем эту тему, и я решил, что эффективнее будет разделить ее на две части. Сегодня я дам вам теоретический базис, расскажу о том, какие существуют протоколы, какие есть архитектурные стили, с помощью чего веб-сервисы общаются друг с дружкой. В общем, сегодня мы об этом с вами поговорим, а уже на следующем занятии мы с вами начнем практиковаться в тестировании API, отправлять запросы. Я расскажу вам про такие инструменты, как SOAP UI, про Postman. Также покажу сервисы, на которых можно попрактиковаться, то есть там будут какие-то тестовые API-шки, документация. Поэтому обязательно оставайтесь на этом канале. Думаю, что эта информация будет вам полезна, так как тестирование API сейчас достаточно востребованное для тестировщиков, и даже начинающему тестировщику, джуну, необходимо знать основные аспекты и базис того, как тестировать веб-сервисы. Я уже несколько раз сказал такое словосочетание, либо слово, как веб-сервисы, поэтому давайте с вами поговорим, что же это такое. Веб-сервисы, либо же веб-службы – это программа, которая организовывает взаимодействие между сайтами. То есть информация с одного портала передается на другой. Это если говорить простыми словами. Если завернуть это немножко по-умному, то это такая веб-ориентированная технология, которая позволяет программам общаться между собой, используя стандартные форматы, такие как XML и JSON, и посредством специальных протоколов, здесь сейчас сразу исправлюсь, протокола SOAP и архитектурного стиля REST. Чем они отличаются, расскажу вам немножко дальше. То есть, к примеру, у вас есть некая авиакомпания, у нее большое количество рейсов и, следовательно, очень много билетов. Информация через веб-службу попадает сайту-агрегатору турпутешествий, то есть с нашей авиакомпании с помощью API-шки мы можем подключить, встроить некоторый функционал, который будет напрямую при таком действии, когда пользователь заходит на данный агрегатор, то он сможет напрямую купить на этом же сайте, не заходя на сайт компании, какие-то авиабилеты. Либо же другой пример веб-сервисов – это сайт отслеживания погоды, который содержит какие-то сведения о метеоусловиях в конкретном городе или в стране. Данная информация также используется сторонними приложениями, либо же какими-то другими сайтами, то есть мы просто встраиваем вот эту вот формочку, где у нас прописана информация о погоде. Также это можно проецировать, к примеру, на курсы валют. То есть вы часто видели, что на сайтах встраиваются какие-то формы, где вы можете онлайн осуществить конвертацию одной валюты в другую. Либо же, к примеру, также работает авторизация с помощью каких-то социальных сетей, будь то Google, ВКонтакте, Facebook. То есть, когда вы, например, заходите на какой-то сайт и у вас написано, что вы можете зарегистрироваться, используя ваши аккаунты в других соцсетях, это также работает посредством API. О различных интерфейсах, в том числе по API, я рассказывал немного раньше, на самых первых уроках, посвященным типам и классификации тестирования. То есть я рассказывал, какие вообще существуют интерфейсы. Сейчас ссылка на данный урок появится вверху, то есть вы можете туда перейти, либо освежить свои знания, либо узнать что-то новое для себя, если вы на этом канале в первый раз и никогда не слышали про различные интерфейсы. И плавно переходим к тому, что я сказал в самом начале, что используется протокол SOAP, либо же архитектурный стиль REST. Начнем с вами с протокола SOAP. Это аббревиатура, полное название – это Simple Object Access Protocol. То есть это дословно переводится как простой протокол доступа к объектам. То есть этот протокол обмена структурированными сообщениями в распределенной вычислительной среде. Звучит очень тяжело, но сейчас я вам все объясню. То есть этот протокол используется для обмена произвольными сообщениями в формате XML. XML ничего вам не напоминает. Мы с вами когда-то говорили о HTML. По сути,
сама форма написания одинаковая, что в HTML и XML, но у данного формата есть свои особенности, о которых мы с вами поговорим чуть позже на этом уроке. Также SAP может использоваться с любым протоколом прикладного уровня. Если мы с вами вспомним такую модель, как OSI, то там был прикладной уровень. Опять же, сейчас ссылка на видео, посвященному этой модели, появится вверху. И такие протоколы — это SMTP, FTP, HTTP, HTTPS, то есть в SAP могут использоваться и данные виды протоколов. Однако взаимодействие данного протокола с другими имеет какие-то свои особенности, о которых мы с вами не будем разговаривать в рамках нашего курса и данного урока. Поэтому, если вам интересно, то можете погуглить эту информацию. Она общедоступна. Это, скажем так, материалы со звездочкой. Для начала вам необходимо просто знать, что есть такой протокол SAP, и он используется в веб-сервисах. И давайте перейдем сразу к следующему аспекту, который мы должны рассмотреть в рамках SAP. Это XCD и VSDL. Что это такое? Как я уже сказал, в SAP для передачи какой-либо информации используются XML-файлы. И вот именно XCD, это XML Schema Definition, она описывает структуру нашего HTML-документа и типы данных, которые там могут храниться. То есть у вас в веб-сервисе есть такой вот файлик XCD, и с помощью него мы можем задавать различные элементы, данные внутри наших XML и передавать их посредством сети интернет. Это то, что касается XCD. Следующий аспект, который я хотел рассмотреть, это VSDL. То есть это такой файлик с таким расширением, с таким форматом. Он написан на языке VSDL, Web Services Description Language. И для чего вообще необходим этот файлик? Он описывает сообщения, заголовки, события, которые свойственны для нашего веб-сервиса. То есть данный файлик описывает структуру нашего веб-сервиса. И он обязателен для SAP-протокола. То есть без этого файлика мы просто не сможем использовать SAP-протокол. И в дальнейшем при тестировании именно этот файл облегчает очень сильно работу, так как в отличие от REST архитектурного стиля, где нет такого документа, в котором была четко структурирована работа нашего веб-сервиса, тестировать там бывает тяжеловато. Поэтому, когда есть VSDL, это очень хорошо. Каждый документ VSDL можно разделить на следующие логические части. Вот тут есть такой небольшой образец. Что у нас вообще есть в VSDL? Во-первых, есть элементы данных. Это message. То есть это сообщения, которые использует наш веб-сервис. Также есть информация о типах данных. Это type, как вы видите. И эта информация определяет виды отправляемых и получаемых сервисом XML-сообщений. Как видите, здесь у нас string, то есть это обычные строки. Также есть такой блок, как port type. Это список операций, которые могут быть выполнены с нашими сообщениями. То есть, как вы видите, в принципе, я думаю, что с английского вам несложно будет перевести. То есть здесь есть различные виды операций: getTerm, getTermRequest, getTermResponse, ответы, запросы. То есть все это вот здесь может быть зашифровано и прописано, как у нас вообще будет взаимодействовать сервис с нашими сообщениями. Вот. Что вам нужно запомнить, что всегда, если у нас есть SOAP, то всегда есть VSDL-ка. Потому что иногда на собеседовании могут спросить, чем, например, отличается SOAP от того же REST архитектурного стиля. Одно из ключевых отличий – это наличие VSDL и то, что, как я уже сказал, сообщения обмениваются с помощью XML-ок. И информация о том, как в этой XML-ке должна структурироваться информация, содержится в XSD, то есть XML Schema Definition. И обязательно необходимо запомнить правила, которые используются при написании вот этих XML-документов. Опять же, на собеседованиях очень часто их спрашивают, поэтому давайте разберем их более подробно. Как я уже сказал, если мы говорим про XML, то это язык, который очень похож на HTML.
но в отличие от HTML у него, как видите, другая расшифровка, то есть это расширенный язык разметки, и если HTML у нас используется именно для разметки страницы, для верстки, то XML уже хранит в себе некоторую информацию, и с помощью него эту информацию можно передавать при общении наших веб-сервисов. Структурной единицей XML являются элементы. Вот здесь есть схема таких элементов. Из чего они состоят? Опять же, вспоминаем нашу HTML-ку. Мы основные аспекты рассмотрели на нашем прошлом занятии. Как вы видите, в элементе у нас есть открывающий тег, закрывающий тег, контент, который хранится между этими двумя тегами, и атрибуты. То есть все очень похоже на HTML. Однако, что вам необходимо знать при написании, либо же тестировании XML, на что необходимо обращать внимание? Во-первых, у XML только один корневой элемент. То есть, смотрите, у нас здесь есть корневой элемент person. Это правильное написание, то есть вот открывающий тег, закрывающий тег, и больше у нас никаких корневых элементов нет. Дальше у нас прописан неправильный формат, когда у нас, как вы видите, есть корневой элемент person, и он опять у нас почему-то дублируется. То есть такого не должно быть. У нас просто должен быть открывающий и закрывающий тег для данного корневого элемента. Следующий аспект, что все элементы должны иметь закрывающие теги. Как вы видите, у нас здесь есть два тега, person и family name. Они есть как открывающие, так и закрывающие, однако есть один элемент, который не имеет закрывающего тега. Как мы помним, закрывающий тег состоит из фигурных скобок, и перед самим тегом у нас прописывается слэш. То есть так неправильно, то есть мы не должны оставлять просто один открывающий тег. Следующий аспект, то что названия наших тегов регистрозависимые. Что это значит? Если вы не знаете, что такое регистрозависимость, это отношение к тому, что наши теги чувствительны к прописным буквам, либо же к строчным. Поэтому у нас всегда должны использоваться одни и те же символы в начале нашего тега. То есть, как мы видим, здесь у нас правильно прописано, здесь у нас нет, потому что в одном случае у нас тег начинается с прописной буквы, в другом случае с строчной. То есть это неправильно. Следующий момент, то, что элементы не должны пересекаться. Что это значит? Обращаем внимание с вами на второй элемент, который содержит в себе открывающий и закрывающий тег, и внутри данного элемента содержится еще один элемент, также с открывающим и закрывающим. То есть здесь все правильно. Мы открыли тег, записали в него какую-то информацию, закрыли. И внутри него, так как есть еще тоже один элемент, тоже мы открыли тег и закрыли. Никаких пересечений нет. Если мы с вами обратим внимание на неправильную запись, то здесь мы открыли тег, потом написали новый тег, почему-то закрыли этот тег, и в следующий момент закрыли тег, который содержится внутри. То есть так неправильно. Надеюсь, что я нормально объяснил. Если что, ставьте на паузу, просто посмотрите на то, как здесь записаны наши элементы, как пишутся теги. Я думаю, вы поймете, когда проведете маленький ресерч, буквально на 1 минутку задержитесь на данном правиле. Следующий аспект, то, что все значения атрибутов должны быть в кавычках. Как вы видите, у нас здесь есть атрибут name со значением John. Но почему-то это значение не заключено в кавычки. То есть это неверно. Вот второй правильный вариант, когда у нас есть атрибут, его значение — это значение в кавычках. Следующий атрибут — его значение в кавычках. То есть это правильно. Следующее правило то, что знак больше, знак меньше, значок амперсанта нельзя использовать в текстовых блоках. Вместо них мы должны записывать их в текстовом формате вот в таком виде. То есть тоже можете поставить на паузу, сделать скрин и запомнить для себя, как это должно записываться. Думаю, объяснять не стоит, потому что, как мы понимаем, значок больше-меньше у нас используется в самих тегах, и система может их неправильно обработать. Если мы говорим про значок амперсант, то он, как вы видите, используется у нас уже для текстовой записи вот этих всех элементов. А знаки кавычек у нас используются для того, чтобы отделить значения атрибутов. То есть тоже они могут некорректно обрабатываться нашей системой.
И последний момент, то, что объявление XML — это всегда первая строка. Что такое объявление XML? Это отдельная строка, в которой содержится информация о номере версии нашего XML, указание на кодировку наших символов и параметр standalone, который указывает, запрещены ли ссылки на внешние документы. То есть запоминаем, что объявление XML у нас содержится в первой строке. Это основные правила, которые применяются к XML. Их нужно запомнить, так как на собеседовании вам, например, могут дать XML-ку с ошибками и попросить вас найти их, поэтому нужно быть к этому готовым. И следующий аспект, который нужно рассмотреть при тестировании веб-сервисов, это REST. REST, как я уже сказал, это архитектурный стиль. Чтобы вы понимали, в чем разница архитектурного стиля и протокола, то, что к архитектурному стилю не применяются какие-то жесткие правила. Здесь не нужны никакие WSDL-ки, хотя есть тут такой формат документов, как WADL, но не обязательно. То есть, если его нету, то как бы все ок. И поэтому REST предпочитает сейчас использовать все чаще, так как этот архитектурный стиль позволяет записывать информацию в более удобном формате, который занимает меньше места и повышает производительность нашей системы. И также он, скажем так, не правилозависим, то есть к нему предъявляется гораздо меньше требований, поэтому его используют сейчас гораздо чаще. И если говорить о полном названии, то это Representational State Transfer. Передача состояния представления. Также, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это еще на такое определение, как RESTful. Чем отличается REST от RESTful? Если REST — это просто архитектурный стиль, с помощью которого у нас описывается структура передачи информации у веб-сервисов, вообще в целом там какие-то есть правила, связанные с тем, как эта информация должна передаваться, то RESTful — это уже характеристика наших веб-сервисов. То есть это такие веб-сервисы, которые полностью отвечают требованиям REST, которые предъявляют вот этот архитектурный стиль. То есть REST, по сути, описывает структуру нашего веб-сервиса, а RESTful — это уже сам веб-сервис, который отвечает требованиям REST. То есть тоже не путайте, не пугайтесь, если вас спросят на собеседовании, чем отличаются между собой вот эти два понятия. И в отличие от SAP, в REST у нас используется уже JSON. JSON — это JavaScript Object Notation. И что необходимо знать о таком формате, как JSON? В отличие от XML, для JSON нет прямо таких очень строгих правил. И он гораздо более гибкий, занимает, как я уже сказал, меньше места, с ним гораздо удобнее работать. И давайте поговорим об основных элементах, которые у нас содержатся в этом JSON. Во-первых, документы в формате JSON состоят из объектов. Объекты — это неупорядоченное множество пар, имя, значение. Вот у нас самый первый узел, который привязан к JSON, это как раз-таки объект. Объект обычно заключается в фигурные скобки, и внутри него содержатся, как я уже сказал, пары имя, значение. Имя — name, значение Петр. Имя name, значение Иван. И между собой эти пары имя-значения разделяются запятой, а имя и само значение между собой разделяются двоеточием. То есть тоже ничего сложного здесь нет. Просто запоминаем, что есть фигурные скобки, что наше имя и значение заключены в кавычки, между собой имя и значение разделяются двоеточием, а пары имя и значение разделяются запятой. Имя — это всегда строка, то есть тип данных для него — это строка, а само значение, как здесь у нас, например, Петр, может быть как строкой в двойных кавычках, так и числом, каким-то логическим значением, булианским, то есть true или false, массивом или значением null. О массивах мы с вами поговорим чуть дальше. А значение null, то есть просто здесь, по сути, это значение нулевое. Если мы говорим о таком типе данных, как строка, то это упорядоченное множество из нуля или более символов Unicode, заключенное в двойные кавычки. Ну, то есть, как вот наше имя, которое является, по сути, типом данных строка,
заключено в двойные кавычки. Строку легко отличить от каких-либо других типов данных. Если мы говорим о простых числах, то их не нужно заключать в кавычки. И как раз на примере индекса можно заметить разницу. Если у нас используется в значении число, то мы эти кавычки не записываем. И тогда наша система воспринимает эти данные как числовые. Как только мы с вами используем кавычки для записи нашего числа, не путать запись числа и тип данных число, когда мы используем кавычки, то автоматически этот тип данных превращается в строку и воспринимается системой как текст. Если мы с вами используем какие-то булиновские значения, то и как числа их не нужно использовать в кавычках. То есть true-false мы не заключаем в кавычки. Как только мы заключаем true или false в кавычки, то опять же воспринимается это как строка. И последний тип данных — это массивы. Что же такое массивы? Это множество наших объектов. Как мы с вами помним, объекты — это некоторое количество пар имя и значение. Как только у нас используется несколько таких вот объектов, то тогда мы заключаем их в массивы. Массив заключается в квадратные скобки. А значения внутри этого массива отделяются запятыми. То есть, как мы видим, у нас здесь есть объект, который состоит из имя и значения, который заключен в фигурные скобки. И есть другой объект, который также содержит в себе имя и значение, также в фигурных скобках. Мы отделяем их между собой запятыми, а все это, сам массив, мы заключаем в квадратные скобки. Это то, что касается REST, то есть здесь все гораздо проще. На следующем занятии я покажу вам инструмент Postman, в котором можно тестировать как SOAP запросы, так и REST запросы. То есть мы это с вами все посмотрим, пощупаем, вы научитесь отправлять какие-то простые запросы, в этом нет ничего сложного. Еще на что хотелось бы обратить внимание, как я уже упоминал в этом уроке, очень часто на собеседованиях спрашивают, в чем разница между REST и SOAP веб-сервисами. Давайте перечислим эти различия. REST поддерживает различные форматы. То есть здесь я вам привел JSON, это самый распространенный, но также можно использовать и XML, и текстовые форматы. Но SOAP у нас может поддерживать только XML. REST работает только по протоколам HTTP или HTTPS. SOAP, в отличие от REST, может работать с различными протоколами. SOAP на основе чтения не может быть помещен в кэш, в отличие от REST, который в таком случае может быть закэширован. Это такие вот основные аспекты. И, как я уже сказал, REST — это архитектурный стиль, у которого нету такого огромного количества правил, которым он должен подчиняться. SOAP — это протокол, который сильно ограничен теми правилами, которые к нему предъявляются. Опять же, вспомните хотя бы XML-ку и все правила, которые я вам перечислил, и JSON, где таких критичных правил нет. Что же необходимо выбирать на проекте, REST или SOAP? Обычно, когда задают такой вопрос, REST против SOAP, то его можно перефразировать как простота против стандарта. В случае REST это простота, у вас будет скорость, расширяемость и поддержка многих форматов. И также не такая привязка к тем правилам, которые предъявляются к SOAP. В случае SOAP у вас будет больше возможностей по безопасности. И также у вас будет, скажем так, если мы говорим о тестировании, больше возможностей провести это тестирование качественно, так как сразу в SOAP у вас будут VSDL-ки, где будут прописаны образцы ваших запросов. То есть не нужно будет лишний раз обращаться к разработчику, просить его, чтобы он предоставил вам информацию, какие-то примеры запросов. То есть сразу можно брать и тестировать. И плюс ко всему SOAP более ресурсоемкий, занимает больше места, он медленнее. И в целом, если мы говорим про разработку, то разработка с использованием SOAP, она дольше. Пожалуй, это все, что касается теории, посвященной веб-сервисам.
В рамках данного урока я, конечно, не смогу вам и не смог рассказать все, что можно было касаемо тестирования веб-сервисов, API-шки, но этих знаний касаемо SAP, REST, какие форматы там используются, какие документы есть, какой из них быстрее, какой проще. То есть этого всего вам будет достаточно для того, чтобы успешно пройти собеседование на позицию начинающего тестировщика. Обязательно в описании к этому видео я оставлю ссылки на лекции, занятия, которые могут вам помочь, скажем так, узнать про веб-сервисы со звездочкой. Если вам интересно, конечно, переходите, потому что там все более структурировано, люди работают с этими технологиями намного дольше, чем я, поэтому, скорее всего, вы узнаете гораздо больше от них. Также, как и обещал, на следующем занятии мы рассмотрим с вами практические аспекты тестирования веб-сервисов, тестирования API. Поэтому обязательно подписывайтесь на этот канал, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы. Мне всегда интересно получать от вас какой-то фидбэк. Также напоминаю, что у меня есть свой телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю полезные статьи, в которых можно узнать аспекты, связанные как с трудоустройством в сферу IT, так и с полезными ресурсами и ссылками, которые помогут вам в дальнейшем прокачать себя в тестировании любых приложений, будь то десктопные, веб-приложения, либо мобилка. Поэтому большое спасибо вам за просмотр. Милости прошу к нашему шалашу. Пока!